НАТО готовит сухопутные коридоры для американских военных, Лавров мечтает об Украине, а в РФ продолжают говорить о полуголой Бузовой. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Президент страны-члена НАТО заговорил о красных линиях, которые перешел Альянс. Заявления прозвучали одновременно с заявлениями Кремля. Эти красные линии уже были нарушены. Лавров колесит по Африке и угрожает французам. Они представляют собой абсолютно законную цель для наших вооруженных сил. Голая вечеринка 2.0. В России борются с наготой. В Госдуме заговорили о том, во что одевать артистов перед их выходом на сцену. Прошу вас рассмотреть возможность введения для артистов эстрады обязательных требований к стилю одежды. Доброе утро, друзья! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. Спасибо вам за обратную связь. Что ж, об актуальных и важных событиях прямо сейчас. Начинаю. В Болгарии депутаты призывают президента не пугать людей заявлениями о ядерном Армагеддоне. А именно об этом заявил Румен Радев, комментируя решение западных партнеров, которые разрешили Украине наносить удары по военным объектам на территории РФ. Кроме того, президент страны, которая является членом НАТО уже более 20 лет, внезапно обвинил Североатлантический альянс в участии в войне против России. Радио «Свобода» пишет, что выступление Радева совпало с теми нарративами, которые начал распространять Кремль после того, как Киеву дали зеленый свет на удары по территории РФ. С решением разрешить удары с применением западного оружия вглубь России и формализацией отправки советников и инструкторов на саму линию фронта, эти красные линии уже были нарушены. И, к сожалению, наши попытки становятся частью некоторых таких неадекватных решений со всеми вытекающими последствиями. В то же время Джо Байден заявил в интервью для издания Time, что война между НАТО и РФ произойдет, если Альянс ничего не сделает для помощи Украине. Кроме того, глава Белого дома считает, что для него мир в Украине – это гарантия того, что РФ никогда не оккупирует Украину. Тем временем военные эксперты продолжают рассуждать, что изменится на поле боя после того, как ВСУ начнут активнее бить по военным объектам на территории России. В начале наступления Россия владела инициативой на поле боя, но сейчас они ее потеряли. И вы знаете, серьезные потери, которые они понесли, должны иметь влияние на их солдат и на их генералов. И, надеюсь, теперь также россияне поймут, что очень много, сотни тысяч их молодых мужчин отправляют на смерть. Поэтому я думаю, что возможность Украины использовать высокотехнологичные, дальнобойные и высокоточные средства поражения для атак по территории России точно заставит командование России и самого Путина думать над тем, куда им двигаться дальше. И еще о действиях НАТО. В Альянсе неоднократно заявляли о том, что к потенциальному прямому военному столкновению с Россией еще необходимо подготовиться. И на это могут уйти годы. Западная пресса пишет, что уже сейчас в НАТО разрабатывают планы, а точнее сухопутные коридоры, по которым американские войска и вооружения будут направлены к линии фронта. Опять же, в случае той самой большой войны с РФ. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на свои источники. Авторы издания уточняют, что солдат США высадят в одном из 5 портов, а после они будут двигаться по логистическим маршрутам. В частности, упоминаются порты Нидерландов. После этого солдаты отправятся на поездах через Германию в Польшу. Но для высадки рассматриваются и другие порты. В то же время в НАТО осознают, что именно эти объекты в Германии, Нидерландах и странах Балтии очень уязвимы и могут быть атакованы россиянами. Оценивая российскую войну в Украине, мы заметили, что Россия атаковала украинские логистические базы. Это наталкивает на выводы, что огромные базы материально-технического обеспечения будут атакованы и уничтожены в первую очередь в ситуации конфликта. Что касается противовоздушной обороны, ее всегда мало. Я не могу представить ситуации, когда у вас достаточно противовоздушной обороны.
Ни дня без мыслей об Украине. Лавров путешествует по Африке и уже побывал в Гвинее и Конго, и именно в Конго решил вновь угрожать. На этот раз французам. Во французской прессе появилась информация о том, что в Украине присутствуют французские инструкторы. Лавров вслед за Песковым также заявил, что российские оккупанты будут по ним бить. Кем бы они ни значились, военнослужащими вооруженных сил Франции или являлись бы просто наемниками, они представляют собой абсолютно законную цель для наших вооруженных сил. Не было пожара, не было и дачи. Песков заявил, что никакие владения его начальника не горели на Алтае. Так прокомментировал сообщение о том, что буквально недавно именно на Алтае сгорела дача российского диктатора. В комплексе строений, напомню, выгорело дотла одно из помещений. Тогда кадры были опубликованы блогерами. По сообщениям СМИ, дача Путина на Алтае была оформлена как санаторий «Газпрома». Строительство обошлось бюджету практически в 3 миллиарда рублей. И это место очень любил Путин во время своих поездок на Горный Алтай, где недалеко от резиденции находится спецхозяйство. Там разводят моралов, кровь из их молодых рогов называют целебной. Никак не могу, это не имеет отношения, эти объекты, нет такого официального объекта. То есть мы просто не располагаем такой информацией. Ну вот, как часть этого вопроса хотелось бы уточнить, то есть у президента Путина нет резиденции на Алтае? Нет. Резиденция, официальная резиденция президента, которая есть резиденция, которая принадлежит управлению делами, Федеральной службы охраны. Вот среди этих резиденций упомянутые вами объекты нет. Бузова разделась и стала причиной очередного скрепного скандала в РФ. Ивлеева со своей голо-вечеринкой ушла на второй план. Итак, уже немолодая звезда Дома-2 решила покорить глаза, сердца жителей Уфы и выступила в том виде, в котором вы видите ее сейчас. Z-патриоты оскорбились, Мизулина назвала это очередной голой вечеринкой. Обсуждать тело Бузовой взялись даже в Госдуме. Как же так? Во время так называемой СВО артисты позволяют себе такие открытые наряды. Не годится. Депутат от КПРФ обратилась к главе Минкульта РФ. Поскольку не все российские артисты осознают влияние собственного поведения и выступлений на широкую публику, прошу вас рассмотреть возможность введения для артистов эстрады обязательных требований к стилю одежды для публичных выступлений, без возрастных ограничений для посетителей. Кстати, Бузова еще буквально пару недель назад назвала кринжем года Ивлееву. Теперь, очевидно, эту эстафету принимает сама Бузова и уже извиняется в своих соцсетях. И, кстати, Бузова могла бы хорошо приодеться в Чили. Именно в эту страну ежегодно поступает порядка 60 тысяч тонн одежды со всего мира. Не всегда это, конечно, качественная одежда, но не ношенная. И прикрыть тело Бузовой, ее коллектива, а также других представителей российского шоу-биза с легкостью бы удалось. Ассортимент сумасшедший и адрес известен. Все отправляется на свалку в пустыню Атакама. Экологи говорят, что причиной появления такой свалки стало то, что одежды производят намного больше, чем сейчас необходимо людям. Быстрая мода тоже является причиной этой проблемы, поскольку она способствует перепроизводству. Это бесконечный цикл перепроизводства и чрезмерного потребления, который заканчивается такими вот текстильными свалками. Лукашенко вернулся в Беларусь из Монголии с 2 конями, которых не увел. Ему их подарили. Но не всегда самопровозглашенный везет домой, что дарят. Пропагандисты в Минске напомнили, что Лукашенко любит воровать. В фрагменте одной из программ напомнили, как белорусский диктатор в 2017 году, находясь в Гомельской области, фактически в Чернобыльской зоне, вынес из заброшенного дома этажерку. Теперь же всем показали, что с этой этажеркой. Оказывается, стоит она в углу дома у Лукашенко со статуэтками, книгами и картиной. Напомню, что это не первый друг Путина, который любит унести чужое. В частности, соратники беглого президента Януковича неоднократно говорили, что во времена его молодости Янукович воровал меховые шапки, срывая их с людей. И в конце выпуска информация о британце и золотой рыбке.
В Великобритании ищут ответ на загадку века. Откуда же взялась эта рыбка? А история начиналась так. Молодой врач-кардиолог на своей странице в сети X написал, что услышал за окном крик птиц. А когда вышел на улицу, то на газоне перед домом лежала золотая рыбка. Откуда она взялась, он гадает до сих пор. Однако в беде ее не оставил. Забрал домой, отправил в аквариум и назвал Алисой. И Алиса, о чудо, сделала Бена Беску популярным. Твит завирусился, на момент записи выпуска его прочитали уже более 24 миллионов человек. И теперь за новой жизнью Алисы следят миллионы людей. Отмечу вновь, что на момент записи нашего выпуска Алиса была живой и чувствовала себя прекрасно. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо», отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями, оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.